Первый день, точнее первое утро в Буэнос-Айресе в Аргентине. Мы сонные, голодные, зашли похавать в кафешку рядом с нами, Рустика. Ты в предвкушении? У меня столько слюны выделяется, что я бы сдала отлично ДНК-тест. Вот таких вот 2 врапа, салат, да, кофе и чаек. Сколько? 4200. Я думал, будет дешевле, честно говоря. Мне интересно, что означает вот этот знак. Если кто-нибудь знает, скажите, пожалуйста. Челик танцует с чемоданом просто. Как тебе завтрак? Очень непонятный завтрак. Вкусно, конечно, было, но странненько. Врап был не как врап. Короче, мы поели достаточно нажористо, не очень вкусно. И кофе так себе. И не так уж и дешево. 800 с лишним рублей, Гель даже оставила чай. Получается, мы заплатили 1000 рублей почти. Первый день в Буэнос-Айресе, впечатления такие, что мы живем в таком райончике, где достаточно хорошие дома. Ну, так кажется. Не очень много заборов, везде понаставлено. Главное, не так жарко здесь. В сравнении с тем, как было в Рио-де-Жанейро, там просто был трэш. Там каждая входная дверь в любой подъезд была огорожена большим забором и металлическими всякими конструкциями. Здесь тоже есть заборы, тоже некоторые огораживаются, но не так много, как мне показалось, было в Рио и в Сан-Паулу. Симпатичные дома, много зелени, вот такая улица вот так вот просто накрыты листвой. Это прикольно, добавляет уюта. Красивые дома, такие двери. Я не знаю, может быть, это мы в таком районе просто блатном. Хотя я не слышал про него ничего такого блатного. Пока первые впечатления положительные. Итак, прилетели в новую страну. И что самое главное? Первое – деньги. Я считаю, что лично нам очень повезло, и наш вариант развития событий просто идеальный. Мы заранее забронировали квартиру на Airbnb и договорились с хозяином о времени приезда. Прилетев в Буэнос-Айрес и не имея в кармане ни единого песо местной валюты, мы заказали Uber до квартиры с оплатой наличными на месте. Приехав, мы позвонили хозяину, он спустился, оплатил наше такси и дал немного денег на первый день, за что ему огромнейший просто респект. Это невероятно нам помогло, например, вкусить завтрак, купить воды и набраться сил на день. Но есть и другой вариант. Сразу по прилете в аэропорту вы можете обменять наличные доллары на песо. Этот вариант не очень хороший, поскольку в аэропорту доллары меняют по официальному курсу, который в 2 раза меньше того, что вы можете получить, обменяв деньги где-нибудь в городе. Да, кстати, в Аргентине 2 курса. На самом деле их даже больше, но нам сейчас интересны 2. Сейчас конец декабря 2022 года. Кстати, всех с наступающим Новым годом. И на сегодня официальный курс 177 песо за 1 доллар. А так называемый blue rate, то есть черный курс, а точнее в Аргентине он blue, синий, сегодня 354 песо. Разница ровно в 2 раза. К слову сказать, инфляция в Аргентине просто бешеная. И, например, месяц назад за 1 доллар на черном рынке давали всего 310 песо, а сейчас дают 354. То есть разница 12-13%. То есть инфляция, вдумайтесь, за декабрь в Аргентине 12%. А годовая инфляция официально в этом году 100%. Но, правда, инфляция в Аргентине это тема для отдельного видео. Короче, если у вас есть наличные доллары, лучший способ их обменять – сделать это в городе. Обменники есть по всему Буэнос-Айресу, называются они камбио. Либо огромное количество уличных менял, которые также здесь присутствуют много где, например, на улице Флорида или Флорида. Они там так и ходят и кричат «камбио, камбио».
Una cuadra. Правда, я слышал слухи, что эти менялы иногда подсовывают фальшивые купюры, так что имейте в виду и будьте осторожны. Лайфхак для тех, у кого есть заграничная кредитная или дебетовая карта. Можно отправить деньги самому себе сюда, в Аргентину, через Western Union. И сразу же пойти и получить их в одном из сотен пунктов выдачи денег в городе. По крайней мере, в Буэнос-Айресе их очень много. Да, тут не так все просто. В каких-то местах, в этих пунктах выдачи денег, денег на сегодня уже нет, мол, приходите завтра. Где-то деньги не выдают вообще, а только принимают. Какие-то пункты попросту закрыты каждый день. Однако у меня всегда получалось снять деньги не позже, чем раза с 4-5. Кто знает, может быть, вы будете более везучие, чем я. Почему Western Union, спросите вы? Потому что именно Western Union до недавнего времени давал курс даже лучше, чем курс в самых выгодных обменниках в городе. Однако, стоит сказать, что в последние дни курс Western Union не успевает обновляться за Blue курсом песо. Поэтому конкретно в данный момент времени, вот на сегодня, на вчера, может быть на завтра, все-таки оффлайн обменники выгоднее, чем Western Union. Однако на будущее я очень советую не забывать и помнить про него. Western Union. Все-таки конец декабря и видео должно быть новогодним, поэтому с новым наступающим 2023 годом из солнечного 30-градусного Буэнос-Айреса, из Аргентины, где тем не менее готовятся к Новому году. Теперь я чувствую себя намного более комфортно и спокойно, потому что у меня появились деньги. Мы зашли в Western Union, отправили с нашей европейской карты. Курс в районе, там с комиссиями 320 с чем-то за $1. При этом за наличный доллар дают где-то 310. Разница не такая велика, не такая большая, но почему бы и нет? Это не так сложно сделать, это делается, я сделал это за 3 минуты. А еще у них самая большая купюра — это 1000 аргентинских песо, что в долларах примерно $3,5, чуть поменьше, 3 где-то, 3,2. Что в рублях где-то 200 рублей. Соответственно, если вы переводите, например, 100 там, или 500, или, не дай бог, $1000, то что вам дают? Вам дают 4 пачки толстых, полных денег, купюр, и вы просто с ними вынуждены дойти из этого обменника до своего дома или до места хранения. Поэтому, наверное, есть смысл выводить небольшими партиями. А еще нам дали ключи от нашей квартиры. Да ладно. Ну, разумеется. И смотрите, здесь какой ключ интересный. Я первый раз вижу такой ключ круговой. Почему он такой? Написано induplicable. Короче, его невозможно, видимо, сделать второй такой ключ. Прикольно. И этот ключ от входной двери в дом, то есть ее не так часто меняют. Только что мы увидели у деда, который ехал на велосипеде, впереди такая вот корзинка, куда кладут обычно вещи. Там сидела собака небольшая, какой-то терьер, и на ней были одеты очки. Я ни разу не видел собаку в очках. Это были не просто очки, а типа... Собачьи очки. Это были ее очки, как Да, они очки были собаки. завязаны сзади на голове у собаки. И они были маленькие, ну в смысле как вот расстояние, короче, не для человека. Второе важнейшее дело. То, без чего невозможно, например, ориентирование на местности по картам, что невероятно супер-мега-гипер важно. Это местная сим-карта. С местной симкой вы не только сможете серфить в интернете в любое время и в любом месте, постить фоточки, но и оставлять свой номер много где. А здесь, в Аргентине, почти во всех анкетах требуется указывать свой номер телефона. При заказе воды, при заказе чего-нибудь в интернете, да везде. В Аргентине, если вы будете спрашивать местных, где вам оформить сим-карту, вас вряд ли поймут. Здесь вместо слова «симка» нужно говорить слово «чип». Ну, не тот чип, который дешевый, а чип в смысле чип. В аргентинских чатах в телеге очень много сообщений о невероятных сложностях получения
и приобретения местной сим-карты, что, мол, нужно ходить туда, сюда, из офиса в офис, и еще рассказывают какие-то всякие страшности. Ни с чем подобным мы не столкнулись. Мы с моей девушкой. Мы взяли паспорта, зашли в ближайший офис одного из местных больших операторов, Клара, сказали, что хотим подключить номер, нам сотрудница выдала симку и предложила две опции на выбор. Либо мы берем предоплаченную сим-карту на 20 гигабайт в месяц за энную сумму, я не помню сколько точно, что-то в районе 3000, по-моему, песо. Либо берем бесплатную симку, идем через дорогу в аптеку, ее пополняем настолько, насколько хотим, и подключаем тот пакет, который нам нужен. На 1, на 3, на 5, на 10 гигабайт, сколько вам надо. Так, те же 20 гигабайт получается даже дешевле. Хотя мне 20 гигабайт не нужно, я взял 10 гигабайт на месяц, мой тариф стоил 1700 песо, он включает кроме интернета еще много звонков, это на доллары примерно 5 долларов. Кроме Клара есть еще такой оператор Movistar, тоже вроде как хороший оператор. Мы выбрали второй вариант, взяли бесплатные симки в Клара, перешли через дорогу, зашли в аптеку, положили деньги на симки, активировали, пополнили баланс и выбрали тариф. На все про все ушло 15 минут. И в этот момент я, конечно, понял, что аргентинские чаты — это далеко не лучший источник информации. Пересечение дорог какое-то в Буэнос-Айресе, пожалуйста, велосипед с розами, перекресток, 1, 2, 3, 4, 5 дорог. Да, где наша Геля? Лёш, велосипед с розами, потому что кто-то умер. Кого-то сбили, а не просто для красоты. Я думал, велосипед просто для красоты, а оказывается, велосипед в память об умершем. А как ты поняла? Ну, у нас так тоже делают. Цветы искусственные. Если бы не было цветов. Да, Даниэль, 21 год. Я вот так и не понял сразу. Смотрите, здесь есть такое же табло, как и в российских городах, на котором написаны маршруты, номера автобусов и так далее. Ну и через сколько минут приедет. Цивилизация. Церковь местная. Видимо, утренняя служба. Ты думал, что здесь вообще будут, блядь, плебеи? Ну, просто все говорят, что ой, Аргентина, ой, Латинская Америка. А здесь, в принципе, много есть. Да, но мы пока что еще ничего не заказывали себе, не узнавали, как тут дела с маркетплейсами и доставками. А так, в целом, очень по-европейски. Не знаю, мне напоминает, если бы не такая буйная зелень и пальмы, я бы сказала, что это один из районов Берлина. А зелень здесь и правда буйная. Пышные цветущие кусты непонятных диковинных растений, раскидистые кроны величественных деревьев, благодаря которым на улицах образуется приятная тень и прохлада в суровый летний зной, а также целое море различных цветов, трав, кустарников, плющей и прочей растительности всех видов. Не то чтобы все это необходимость для города, но когда то тут, то здесь над головой все зелено, ощущение уюта зашкаливает. Просто взгляните на это. Каждый выезд из домов в Аргентине обозначен вот такими вот фонариками. То есть, если фонарик горит красным и мигает, значит, отсюда поедет тачка. И если здесь это не так актуально, то в некоторых местах это очень актуально, потому что не видно, не просматриваются дома, не просматриваются въезды. И удобно, когда ты понимаешь, что там за углом поедет сейчас машина, тебе не стоит туда идти. Третье. Очень важная, хотя и не обязательная вещь прямо в первый день. Это карточка СУБЕ. Это карта для оплаты проезда во всем городском транспорте Буэнос-Айреса.
Автобусы, метро, пригородные электрички, все, кроме такси, оплачивается картой Суби на входе около водителя. Долгое время достать ее было огромной проблемой. Люди специально ездили на другой конец города, на вокзал Ретира, например, еще там в какие-то места, искали, в общем, пытались достать из-под полы. По каким-то особым дням нужно было успевать ее купить. Ну, короче, трэш. По крайней мере, опять же, так писали в тех же аргентинских чатах, в самых популярных чатах в Телеграме на русском языке. Но сейчас вроде как все устаканилось, карты опять поступили в продажу, и нам удалось купить новенькую карту Суби в первом же киоске с наклейкой, надписью Суби на двери киоска. Прошло несколько недель, мы захотели себе вторую карту Суби, и снова удалось купить ее вообще абсолютно без всяких проблем. Вот Геля, моя девушка, купила ее на станции метро в кассе. Пополнить же Суби можно в тех же киосках, где вы ее покупали. Еще часто на улицах стоят автоматы для самостоятельного пополнения карт Суби. Я к ним, когда подходил, думал, где же я их видел, такие знакомые. И оказалось, что это наши старые, знакомые, слегка переделанные автоматы Киви, которые были популярны в России в 2010-х годах. Может быть, даже чуть пораньше. Проезд в Буэнос-Айресе супер дешевый. В среднем стоимость проезда в зависимости от расстояния 30 песо. Бывает 28, там 32 копейки. Однако недавно мы ездили на электричке в пригород. Мы ехали час ровно, и с нас за всю поездку снялось почему-то всего 12 песо в одну сторону и 20 песо обратно. Я не понял этого прикола, но это супер, мега, невероятно, гипер дешево. Это около 5-7 рублей за проезд. Итак, теперь у вас есть местные песо, местная симка и местный проездной Суби. Неплохой старт. Я подумал, что прошлая елка недостаточно крутая, поэтому это, на мой взгляд, самая большая и роскошная елка, которую я смог найти в Буэнос-Айресе. Именно на фоне нее я желаю вам в новом году свободы. Свободы в том плане, чтобы никто не мог принимать за вас решений, никто не мог вас физически перемещать куда-то, забирать куда-то и так далее. Я думаю, вы все понимаете, что я имею в виду. И, конечно, физическая свобода тесно связана с ментальной свободой. Свободы выбора желаю я вам в новом году, свободы физической, а счастье и здоровье, что очень тоже важно, они приложатся, если будет самое главное. Свобода. С новым 2023 годом!